Добрый день, уважаемые зрители канала. Сегодня мы с вами разберем урок, как ставятся столбы на рыболовную сеть. Как правильно ставятся столбы на рыболовную сеть. То есть сети столбят. Столбят сети для каких целей? Для целей, что дают небольшую слабину, да, на сети полотно. Слабина становится поменьше, и рыба идет туда получше. Да? То есть, к примеру, мы возьмем с вами, то есть уже готовая сеть, и нам необходимо сделать столбы. Столбы на рыболовных сетях ставятся от метра до 2 метров. То есть тут не имеет значения, скажем так, да, а кому-то через 2. Допустимое значение там по столбам это 2 метра. Если столбы ставятся больше 2 метров, то полотно уже немножко по-другому играет, да, стоит. Не так эффективно применение этих столбов. Я вот взял непосредственно белую ниточку, да, чтобы было более удобно и хорошо вам видно. Узел я сейчас попозже сделаю вам поближе, это все пододвину. То есть столбы устанавливаются от верхнего шнура, да, до нижнего шнура с каким-то значением. Какое-то расстояние берется на столблении, на нити столбов. То есть, как я говорю, не сначала просто начнем, просто я вам покажу, как это делается, урок, да, как ставится столб на рыболовную сеть. Ну вот, берем челнок, да, берем вот здесь, где у нас уже непосредственно сад идет на шнуре, узел, да, размещен. Прикладываем также ниточку. Теперь, так же, как мы и делаем, накидываем вокруг шнура, под шнур и под 2 вот этих садовых нити. И еще сюда подсадовые нити. Подтягиваем. Делаем узел. Сделали узел. Все, он никуда не денется. Если кто-то переживает, да, можно еще раз накинуть. 2. Подсад. Подтянули. Сделали узел. Сделали двойной захват, двойной узел. Никуда он уже больше не денется, да. Сделали захват, сделали двойной узел. Никуда он не денется. И потом уже начинаем продевать петли. Начинаем продевать петли. Вниз. Также вниз по всей сети. По высоте сети начинаем продевать все петли. Потом, скажем, переворачивать тут нет необходимости. Да, когда палка высунется, нить будет находиться там, где ей необходимо уже находиться. Она не будет ничего крутиться, ничего делать. И здесь, когда мы разбираем с вами непосредственно вот этот, да, вот видите петли на садах, петли здесь на садах находятся, да, и мы берем середину, да, вот этот ряд, середину вот этого ряда. Да, промеж. Тут петля на саде и здесь петля на саде. Вот так мы как бы здесь начинаем продевать. То, что уроки у нас с вами были, да, мы начинаем вот это продевать. То есть так игличку и начинаем мы с вами гнать в каждую ячею, по каждой по 2 ячеи, производим набор, да, чтобы не ошибиться, не спеша это делаем, да, производим набор. Вниз по всем ячеям. Да, прогоняем ряд по узлам. Кто не помнит, посмотрите, там еще урок прогона, да, как это делается. И прогоняем вот это, просто тут ячея мелкая, скажем так. И прогоняем. То есть так прогнали, да, там одели все количество этих ячей, да, то есть прогнали. Я показываю вам принцип сейчас. Набираем все эти ячи до самого низа. До самого низа.
В самом низу, когда мы подошли к самому низу, да, уже прогнали вдоль всего полотна, прогнали эти петли. Был такой один случай у меня, да, приходит мужчина там, ну, клиент, мы как бы общаемся, он заказывает у меня какие-то изделия, да, он приходит и говорит: Вадим, то есть я сделал сеть, у меня там была дедовская сеть, уже полотно давно износилось, да, я купил как бы сеть и захотел на ней сделать столбы. То есть сделал столбы, но эффекта никакого. Я говорю, ну приходи, как бы, приноси эту сеть, да, приноси свою сеть, мы посмотрим, что там неправильно или что ты там наделал. Он приходит с этой сеткой, и я взял линейку, замеряю, я говорю, а зачем ты вот так поставил на этой сети столбы? Он говорит, да хрен его знает. Я говорю, понятно. Вообще слово хрен в русском значении мне очень нравится. Хрен у русского человека — это и растение, это и мера длины, это и состояние души. Да? И как одна женщина сказала, у меня от слова хрен происходит легкое возбуждение. Ну да, как ей нравится это растение. Это я к чему? К тому, что если у вас, к примеру, сделанная сеть, и вы хотите ее застолбить, да, и, к примеру, она 1,80 м, 1,80 м по высоте рыболовная сеть. И немножко, если не понимает человек, да, он делает туда, ставит столбы, чтобы сеть у него была 1,50 м, 1,50 м, и делает эти столбы с расстоянием 1,50 м. Это неправильно, потому что у вас будет просто сеть с нитками. Эффекта она никакого не даст, просто сеть с нитками протянутыми. Почему? Потому что, как я вам и говорил, если у вас рыболовная сеть, там одностенная, 1,80 м по полотну, в воде она будет стоять, в воде, вот вы ее поставили в воду, она в воде будет стоять минус 20%. Но посаженная на верха и на низа, это будет, ну, по полотну там 1,44 м, с садом где-то будет 1,50 м. Как раз 1,50 м она будет стоять в воде. То есть веревочки продеты там просто так, она не сжимает полотно. То есть если на расстоянии там сети полотна 1,80 м, вам надо столбы ставить 1,20 м, чтобы получить эффект этой сети. Надо ставить 1,20 м. А так просто никакого эффекта не будет вообще. Да? 1,20 м поставили, столбы 1,80 м, а столбы стояли 1,50 м. То есть надо с учетом того, что вам сжать надо полотно. Полотно это просто сжать. Ну вот, когда мы подошли уже с вами к завершению, да, продели все петли в сети полотне, замерили расстояние столба, какое необходимо нам, да, расстояние этой нити, уже подошли сюда к завершению, да, и здесь уже непосредственно делаем тоже узел, да? Делаем узел вокруг шнура под нить, ну, под нить, и эту нить со шнуром уже. Эту нить за шнуром. Вот так вот. Такой же узел, я говорю, что применим он будет везде. Он простой узел, и везде как бы его можно применять. Да? Затянули. Все. Здесь также подрезали 2 сантиметра, да, там 3. И вот так оставили. То есть этот столб вот так размещен, так вот здесь находится. Так здесь и стоит. Также следующий там через метр. 1,50 м, 2 метра, как удобнее. Все. Спасибо за внимание.